Нравится читать или смотреть, слышать, узнавать о миллиардерах, миллионерах, о людях очень богатых и успешных? Конечно, нравится. Это же как порно смотреть и представлять, что это ты там, да? А тебе достаточно только смотреть и представлять себя там. Я не про порно сейчас, если что. Я сейчас про успешность. Реши для себя, хочешь ли ты быть успешным. Правда, смотреть не как другие, глотать слюни, а сам хочешь так, или примерно так. Тогда подпишись, чтобы не потеряться, и сохрани себе конкретно этот ролик, и можешь регулярно слушать его, даже не глядя, просто в фоновом режиме, и увидишь, как тебе это поможет. Но вернемся к нашей теме. Так вот, миллиарды и миллионы – это не самоцели, но это оценки успешности. Это показатели того, насколько правильные или, скажем так, удачные, своевременные действия совершал человек, что привело к таким успешным результатам. И вот то финансовое состояние, которое у тебя сейчас, это тоже показатель, насколько твои действия оказались удачными, своевременными и в итоге успешными. И неважно, в какой ситуации ты сейчас, ведь всегда есть к чему стремиться, и всегда есть место подвигу, всегда есть возможность роста. И если ты осознаешь, что тебе есть куда расти и к чему стремиться, и если готов начать двигаться в этом направлении, прогресса и успеха, тогда действуй активно и решительно. И к большим достижениям намного правильнее идти через видимые, очевидные промежуточные достижения. В любом процессе должен быть видимый прогресс, иначе тебе станет неинтересно, и твое начинание тогда может вполне окончиться провалом. На пути к большой цели ставь промежуточные цели и радуйся также и их достижению. И каждый раз вознаграждай себя за эти, пусть и маленькие, но достижения. Прочитал какую-то притчу на тему успеха, где мудрец советовал ни копейки ни на что не тратить, а откладывать каждую копеечку для достижения большой цели, то есть для достижения какого-то богатства. Да вы что, ребят, вы правда согласны отказывать себе во всех радостях, чтобы на старости посмотреть на мешок денег и осознать, что тратить его уже и не хочется, потому что те радости, от которых отказывался в молодости, теперь уже и не радуют, просто не нужны? Просто ценности поменялись, и теперь другие ценности, которые не купишь за этот мешок денег. Вы хотите так прожить жизнь? Я нет. Я не согласен с мудрецом с этим. Хотя согласен, что нужно разумно относиться к расходам, не тратить на то, что не особо важно или не особо нужно. Но, на мой взгляд, нужно четко определить свой бюджет. Вот это от дохода на жизнь, вот это для накопления. Если умеете или научитесь инвестировать, значит часть инвестировать, с целью приумножить. Но только ту часть, которой согласны рискнуть. Но обязательно я вам очень советую праздновать любые свои достижения. Подтвердилась какая-то новая задумка, случилась сделка, увеличили доход, еще какой-то маленький промежуточный успех. Возьмите и отметьте это. Купите себе какую-то вещицу, которую вам хотелось. Или сходите в кафешку и порадуйте себя чем-то там. Или на концерт, или спектакль сходите. А если этот успех уже более высокого уровня, порадуйте себя каким-то путешествием или более крупной покупкой. То есть затраты на такую какую-то радость, на вознаграждение себя не должны отдалить вас от вашей большой цели. То есть стоимость такого праздника души не должна быть существенной относительно стоимости, так назовем, вашей большой цели. Но этот маленький праздник обязательно должен порадовать вас за этот ваш промежуточный успех, за это ваше очередное достижение на пути к большой цели. Да и вообще, неправильно, на мой взгляд, на пути к большому успеху жить в плохих условиях, иметь низкий уровень жизни. Но это так же, как всю жизнь прожить в трущобах, питаясь непонятно как, отказывать себе в любых развлечениях или радостях и в старости оказаться с мешком денег, на который можно купить все, что уже теперь и не нужно. А поэтому на пути к большой цели в любом случае необходимо пусть постепенно, но постоянно не только поощрять свои маленькие промежуточные успехи и достижения какими-то небольшими радостями, но и постоянно улучшать уровень жизни. Уровень своей жизни, уровень жизни семьи. И пока нет денег на расширение жилья, значит сначала какие-то приятные аксессуары в жилище, потом косметический ремонт, потом обновление мебели и далее, по возможности, расширение самого жилья. То же самое с автомобилем, с гардеробом, с проведением отпусков. Да, все верно, на начальном этапе можешь в шутку себе сказать: «Молодец, купи себе конфетку». А на другом этапе можешь себе сказать: «Молодец, купи себе спорткар». То есть на любом этапе с выбором радости будет необходима разумность, достаточность. Но на пути к большой цели все это обязательно должно быть. Иначе заскучаешь, скиснешь, сойдешь с дистанции. Потому что какой смысл во всем себе отказывать во имя светлого будущего, которое вообще не для всех, кстати, наступает. Поэтому живи, глядя в будущее, живи сейчас, сегодня, каждым днем и каждый день живи в радости, любви и счастье. И продолжая наш разговор, люди, которые ставят перед собой маленькие цели, изначально не готовят себя к серьезным усилиям и не стремятся к значительным успехам. Представь себе человека, который мечтает заработать всего несколько сотен долларов в месяц. Он может достичь этой цели, но его усилия будут минимальными, а результаты незначительными. Он довольствуется малым и не стремится к большему, и это его ограничивает.
Люди, которые ставят перед собой амбициозные цели, готовы преодолевать трудности и работать над собой. Они понимают, что путь к успеху не всегда будет легким, но это их не останавливает. Они понимают, что каждый шаг на этом пути приближает их к заветной мечте. Когда мы ставим перед собой большие цели, мы автоматически настраиваемся на работу над собой, на преодоление трудностей и на достижение высоких результатов. И даже если мы не достигнем своих целей полностью, на пути к ним мы обретем бесценный опыт. Все равно заработаем какие-то деньги и научимся многому новому. Если ты ставишь перед собой маленькие цели, то не настраиваешься на большие достижения. Маленькие цели – незаметные результаты. Однако цели в любом случае должны быть разумные. Помню, как-то смотрел соревнования, где чемпионка по прыжкам в высоту, стараясь побить свой же рекорд, постепенно поднимала высоту планки всего по 1 сантиметру. Все правильно. Но уже в больших достижениях трудно значительно улучшить результат. То же самое в бизнесе. Крупные бизнесы обычно не могут за год удвоить свои финансовые показатели, но прирост даже на несколько процентов считается для них достижением. Маленькие же бизнесы и стартапы могут расти, удваиваясь и даже утраиваясь в течение даже нескольких месяцев. Это показывает, насколько важно правильно ставить цели и насколько цели это очень индивидуально. И раз говорим про большие цели, а что значит большие цели? Какие они большие цели? Насколько они большие? Как их можно оценить? Или в каких единицах измерить? И до какого значения считаются еще маленькие, ну или, может быть, средние? А с какого значения начинаются понятия большие? А у каждого свои такие критерии оценки. Потому что у каждого свои стартовые условия, свой пункт выхода на эту дистанцию. И у каждого свои начальные ресурсы. Один имеет финансовое или другое полезное для бизнеса образование. Изучал в вузе физику, математику, то есть у него хорошо с логикой, с навыком расчетов. Возможно, у него есть опыт в бизнесе, есть активы, которые он может использовать как залоговые инструменты при получении кредитов. И тогда у него, скорее всего, уже есть команда специалистов, на которых он может положиться в реализацию нового проекта. У такого человека и проект, скорее всего, масштабный, высокобюджетный. И эффективность от реализации такого проекта предполагается, опять же, относительно, но все же значительная. Но если ты не такой, ты лишь планируешь делать первые шаги в предпринимательстве, не сравнивай себя с персонажем, которого я описал перед этим, но имей в виду, что он когда-то был таким, как ты, тоже не имел ни опыта, ни денег, ни связей. Но все это дело наживное. А если у тебя образование неподходящее, как тебе кажется, ну, ты, например, гуманитарий, не силен в расчетах, у тебя не очень хорошо с математической логикой, тогда порадуйся, что ты, значит, сможешь добиться успеха за счет каких-то других своих способностей, которых может не хватать технарю или математику. Значит, или партнера себе найдешь технаря-математика, или наймешь технаря-математика. В любом случае, осознай, что любые твои слабые стороны могут оказаться на самом деле сильными или могут компенсироваться какими-то другими твоими качествами, способностями или навыками. Поэтому не робей, а просто иди и делай, и все получится. Должно получиться. У тебя и вариантов других нет. Ты обречен на успех. Иди уже просто. И, кстати, подпишись на мой YouTube-канал, чтобы не потеряться, и сохрани себе конкретно этот ролик. И можешь даже не глядя просто слушать его в фоновом режиме регулярно, и увидишь, как это тебе поможет. Я хочу к сказанному добавить тебе совет. Не бойся мечтать, не бойся ставить перед собой амбициозные цели. Путь к достижению больших амбициозных целей будет трудным, но даст бесценный опыт, который в любом случае окажется полезным в дальнейшем. И еще важно, что успех – это не только финансовый результат, но и удовлетворение от того, чем мы занимаемся. Даже сам процесс достижения, когда мы понимаем, что растем, становимся лучше, это в любом случае драйв, кайф и просто офигенно. И называй еще как хочешь. Потому что успех и сам путь к успеху – это не только про финансовый результат, но и про удовлетворение от того, чем мы занимаемся. Обязательно находи баланс между работой и личной жизнью. Уделяй время близким людям, своим увлечениям и отдыху. Ведь счастье – это не только материальные достижения, но и внутреннее состояние удовлетворения и гармонии. Спасибо, что посмотрел это видео. Я старался быть тебе полезным. Жду твои лайки, комментарии и подпишись, конечно, если еще не сделал этого. Ставь большие цели, стремись к лучшему, оставайся в гармонии с собой и не бойся трудностей. И успехов тебе!